букет неисправностей самой дешевой бензопилы, с которыми я столкнулся за время эксплуатации. Началось все с того, что перестала подаваться смазка на пильную цепь. При этом масло начало подтекать из масляного бачка. Через некоторое время цепь начала вести себя странно. Во время работы она внезапно сильно натягивалась. Я чуть отпускаю. Начинаю пилить. Теперь наоборот цепь провисает. Снова подтягиваю. Пилю. Теперь цепь закусывает так, что двигатель еле ее тянет. Параллельно заметил, что мотор потерял в мощности. Когда работать пилой стало абсолютно невозможно, я перешел к ремонту. После разборки выяснилось, что износилась ось, на которой сидит корзина сцепления. Из-за выработки посадка сместилась относительно центра. Получился небольшой эксцентрик. Когда ведущая звездочка смещалась дальше от шины, межцентровое расстояние увеличивалось, цепь натягивалась. Когда звездочка уходила ближе к шине, расстояние уменьшалось, цепь провисала. Вот почему натяжение цепи постоянно гуляло. Решение тут только одно – замена коленвала. Во время разборки двигателя обнаружил причину падения мощности. Впускной патрубок был порван. Пила подсасывала воздух мимо карбюратора, смесь обеднялась и мотор терял силу. Раз уж все разобрано, заменил маслонасос и пластиковую червячную шестерню привода. Витки шестерни были поджеваны, из-за этого насос мог проскальзывать и не давать масла. Также именно под маслонасосом была утечка масла. При установке я посадил насос на автомобильный герметик, чтобы полностью исключить течь. Параллельно заменил оба сальника коленвала, раз уж мотор разобран. После замены патрубка, маслонасоса, червячной шестерни и коленвала собрал пилу обратно. Завел, работала как новая. Перед зимой я слил топливо, но не выработал бензин из карбюратора. И зря. Весной пила завелась, но на холостых работает. Даешь газ, глохнет. Разобрал карбюратор. Внутри полно масла. За зиму бензин испарился, а масло осталось и забило каналы. Поставил новый карбюратор. Проблема исчезла. Поэтому всегда вырабатывайте бензин из пилы перед хранением. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых видео.